Да. Вот, давно Ребят, обсуждали. вот Аркадий, это наш гид, приехал к нам на Новый год. Вот сейчас говорит тут тост грузинский, как обычно. В общем, я хочу выпить за виноватых сегодняшнего вечера, за этого прекрасную пару, которые нас пригласили. Они мне уже 3-4 раза звонили. 2 числа будет, Аркадий, может 31-го можешь приехать. В общем, это было большое желание, чтобы на Новый год все собрались здесь. И это мне осуществили. Потому что, когда есть желание, когда есть уважение, когда есть любовь друг к другу, это обязательно случится. Несмотря на то, что у меня большая родня, все там за столом, сейчас Новый год встречают, и я встаю, убегаю. Аркадий, ты куда идешь? Я говорю, дело, важное дело, надо идти. Так что давайте выпьем за это, за наши желания. Да, когда есть желание, когда хочется быть с другом, ты обязательно туда пойдешь. Спасибо, Так что Аркадий. за это желание, чтобы мы все Нам собрались очень на приятно Новый год. было. Как вы мордёс. Гилацавт Ахалцелс. Пока еще мы не расходимся, поэтому смотрим. Гилацавт Ахалцелс! Ура! Собрались сегодня за то, что Аркадий все-таки нашел время и что-то еще раз, и потом еще когда за нас еще поднимет, за обязательно. С Новым годом, Аркадий. Дай Бог, дай нас как-то. Не, вон, с Женей садись. Планируете отпуск в Батуми? Добро пожаловать в наши апартаменты. Отличные светлые студии, двухкомнатные, трехкомнатные панорамные номера в апарт-отеле Орби Сити. Апартаменты премиум класса с шикарным видом на море. Двухспальные кровати размера King Size, ортопедические матрасы, номера, укомплектованные бытовой техникой, интернет, телевидение, электричество и вода входят в суточную арендную плату. Апартаменты сдаются посуточно, по ценам и возможностям бронирования обращайтесь к нам в WhatsApp. И при броне любых наших апартаментов от 5 суток вы получаете в подарок трансфер из аэропорта Батуми и скидку 20% на экскурсии по Аджаре. Ты как хозяин дома? Эх, мои хорошие. Да. Вахуш. Коньяк или что? Да? Ну, вино тогда, полегче вино. Мы сегодня Аркадий назначим, он нас Он думал к нам придет отдыхать, а мы ему тут работку опять подкинули. Ведь мы в маленьком составе здесь собрались, вроде встретили, но вас не хватало. Сейчас мы уже в более полном составе собрались. Хочу вас поздравить с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы именно в этом году только хорошие вести видели в ваших домах, чтобы только достаток был, чтобы здоровье у всех было, чтобы у вас... Бизнес просто в гору шел. Бизнес это само собой. Без бизнеса здесь все люди бизнесмены находятся, поэтому у всех, что только в гору шел и процветал. Дай Бог, как что вы пожелаете, что вы себе задумали, чтобы у вас это с легкостью все получалось. Никаких преград не было, чтобы тут подумал и получилось. Подумал и Все получилось. как по маслу. Все как по маслу. Философ. Ахалцелс. Новым годом. Гилацав, Даваде без ГС с днем рождения, а Гилацав Ахалцелс с Новым годом. Три брата сироты собрались. Новый год. Вот начинается Новый год, собрались, и один из них сказал, старший, давай, говорит, загадаем желание. Может быть, исполнится. И перед Новым годом все трое загадали желание. И как 12 часов исполнится, в дверь кто-то стучит. Открывает, молодой парень заходит. Он говорит, я Новый год, я пришел исполнять ваши желания. И достал из сумки драгоценности и надел на одного брата. Потом залез опять в сумку, взял еще драгоценности, оружие, золотой меч и так далее. Одел на второго брата и пошел дальше. И старший брат зовет его. Стой, стой, говорит.
А почему третьего брата говорит, не исполняешь брата? Третий брат загадал, чтобы исполняли желания моих братьев. Давайте выпьем за наши желания, за наши бескорыстные желания, которые у нас есть. Дай Бог, чтобы в этом году у нас наши бескорыстные желания исполнились. Так бывает везде. В наше время в основном по-другому все получается, к сожалению, да, но именно исходя вот из этого толста, дай Бог, что правда так было, чтобы все искренне происходило, чтобы не было такого вот, ну как говорится, ради чего-то дружба, ради чего-то родственность, ради чего-то братство и все такое, чтобы было именно искренне какое-то вот, чтобы ты знал, что это человек от души, то есть он душой и от души с тобой, и также и братство, и все остальное, чтобы искренне, чтобы это было. Познакомиться с этим прекрасным человеком, другом Вахтанга. И сегодняшний вечер Василий нас с Вахтангом собрали этих прекрасных людей. И я хочу выпить, Вахтанг, за всех твоих друзей. За всех твоих друзей, которые и в горе, и в радости рядом с вами. Я хочу выпить за всех ваших подписчиков, которые вас любят. Подписчикам сюда обращайтесь. За всех! Нам, когда скучно, нам, когда грустно, мы, когда без настроения, смотрим на вас. И мы сразу забываем обо всех наших проблемах. И сразу позитив, сразу улыбка, сразу радость. Так что оставайтесь такими всегда. Спасибо. Прикольными, классными, настоящими. И чтобы эти друзья от вас никогда не уходили. За сегодняшний вечер, за всех ваших друзей, которые здесь собрались и которые не здесь еще, и которые вас поздравили с Новым годом, которые не смогли поздравить и поздравят завтра. За всех этих людей хочу сказать. Гаумарджус. Регубрубас, Гаумарджус. Генесав Тахалцес! За всех друзей. В лице моих друзей, за всех ваших друзей тоже хочу выпить, чтобы ваши друзья всегда рядом с вами были. Дай Бог, чтобы в любой, как Аркадий сказал, и в горе, и радости, чтобы всегда они рядом с вами были. И чтобы вы, где бы вы ни находились, вы всегда помнили о них и хотели бы, чтобы они рядом с вами находились. Дай Бог им здоровья, всем пожелаю удачи. Да? Кого вы хотели бы увидеть рядом. Молодцы! Планируете отпуск в Батуми? Добро пожаловать в наши апартаменты. Отличные светлые студии, двухкомнатные, трехкомнатные панорамные номера в апарт-отеле Орби Сити. Апартаменты премиум класса с шикарным видом на море. Двухспальные кровати размера King Size, ортопедические матрасы, номера, укомплектованные бытовой техникой, интернет, телевидение, электричество и вода входят в суточную арендную плату. Апартаменты сдаются посуточно, по ценам и возможностям бронирования обращайтесь к нам в WhatsApp. Все, и что каждый отец иногда, когда что-то запрещает своему ребенку, чаще всего дети обижаются. Но когда проходит время, они понимают, что они в это время защищали их. Так что я хочу выпить за отцов и за маму, которые у нас есть. Если у кого-то нету, дай Бог, чтобы земля была пухом. За родителей, за наших художников. Дай Бог им здоровья. Кого не хватает, Царства Небесное пускай будет. Если бы не наши родители, то нас здесь не было бы. Мы не познакомились бы, мы друг друга не узнали бы. Наши родители нас нарисовали, как сказал Аркадий, создали нас и направили. Они нам дали, научили первые шаги, как делать, что делать. А дальше мы уже потихоньку сами все делали. Поэтому дай Бог им здоровья. У кого живые, дай Бог им здоровья. У кого не хватает, Царство Небесное. Что как будем кушать?
А он же не знает, что русский ресторан, откуда знает, что заказать. Что ты будешь, что и я, говорит, буду. Я, говорит, первое хочу. Ну, я тоже первое, говорит. И он официанта зовет, окрошку, говорит, принесите. Ну, мне тоже окрошка, говорит. Принесли этот, и дядя берет мою так, ложку берет и кушает. Берет, кушает. А тот берет и холодное. Говорит. Он говорит, что такое, говорит, холодное? Не знаю, у меня горячее, говорит. Он, официант, иди с тобой. Это что такое ты принес? У него горячее, у меня холодное. Это что ты принес? Это реальная история. И вторая, почему про поросенка я вспомнил, это поросенка жарили во дворе, говорит, он рассказывает про нашего соседа, тот маленький, говорит, был. Почему нельзя было детям подойти? Мы, говорит, на вертеле крутим, взрослые, никто не хочет, ну, никто не притрагивается. А дети бегают, можно хвостик отломать, можно хвост. Нельзя, говорит, гости должны прийти, говорит, так, сейчас без хвоста поставим, поросенка некрасиво, говорит, можно отломаем. Пока, говорит, этот ребенок отвернулся, он возрастом примерно был вот как... Я, говорит, взял проволоки, помнишь, такие там были обмотки пластмассовые. Пока он не видел, отломал, говорит, эту проволоку, говорит, и в жире, что капает, поросенок, хорошо извалял, говорит, эту проволоку, говорит. Его зовут, иди сюда, иди. Пока никто не видит, на, говорит, тебе это хвостик, говорит. Эту проволоку, это бедный ребенок, как это схватил. Вот такой этот дед, он такие вещи придумывал. Всю дорогу он надо мной тоже так же издевался. Он плавать тоже так же меня научил, скинул меня с пирса. Все время издевался, такие вещи придумывал. А как он огурцы тебе говорил? Руку засунь в огурцы. Огурцы, это история такая. Одну из этой истории тоже в ТикТоке была и рассказывал. Бензин, дефицит бензина, короче, у нас в Сухуми, дефицит бензина, 90-е годы. А у вас отец мой был начальник учхоз такой большой тресс, стал вагонами бензин. То есть, ну, там учебное хозяйство, надо машины, грузовики заправлять. Это, у них бензин был достаток. А в городе нет бензина, вообще заправки нету. Это 89-90 год примерно. Дядя, родной брат его приезжает, говорит, Аполлоныч, ну, брату, говорит, бензин, говорит, дай, говорит, один, мне, говорит, 15 литров хотя бы. И он пишет заправщику, Арванес звали заправщика, Арванес, выдай Аполлоновичу 15 литров бензина, записку. Тот, пока ехал, взял 0 прорисовал. И приходит, отдает заправщику. Тот что говорит, Аполлоныч, как, говорит, старший Аполлонович, 150 литров тебе выписал? Да, говорит, Ованес, у нас родственник Зугдиди умер, говорит. И мы все родственники собираемся, говорит, несколько машин, едем, говорит, и давай, говорит, а куда, говорит, столько? Ты полный бак заправил, если что-то, канистры, все, говорит, заправил, полный, уехал. Оказывается, он возле него же наебал этот сок. И сейчас, говорит, проходит один, говорит, месяц. Вся улица гуляла, оказывается. Он приехал на улицу, всем бензин заправил, друзьям, родственникам, всем. Сейчас, ну сколько это бензин же не вечный, да? Что делать? И через какое-то время опять приезжаешь к своему брату туда. И захожу, говорит, голову так опустил, ну знаешь, что сейчас наеба. Говорит, Аполлоныч, дай, говорит, бензин, говорит. Ну так на меня смотрит, говорит, что-то писал, говорит. И пишет, Ованец, выдай ему 15, и уже не цифрами, а буквами. 15 литров бензина, говорит, чтобы он нолик не рисовал. Это братская любовь такая у них была. Такие вещи. Он такой вот тип был уникальный. Что по-грузински выпить. Тамада говорит тост, и этот тост передает Алаверди. Алаверди передаю, я справа, кто сидит от меня, допустим. Я, допустим, говорю тост про этот кушай. Какой он красивый с этой стороны. Какой он красивый с этой стороны. Вы тоже внимательно слушайте. И то, что мы 2 человека пропустили, вы заполняйте своими словами. Потом вот так идет, а сами ответственны на тебя все, кто пропустили. Да. Никто не пьет вино. Женя, ты попал! Пока не скажет тост. Хорошо? Я скажу тост, выпью. Да. Потом давай. вы скажете тост, выпейте, и вот так идет. Давайте, начинаем. Тост, тему нельзя менять. Вот, да. Все сидите, все сидите. Я хочу выпить, дорогие мои, я хочу выпить за любовь в жизни. Я хочу выпить за радость, которая у нас есть, когда утром мы глаза открываем и видим тех людей, которые нас согревают сердца.
И благодаря этих людей у нас появляется любовь к жизни. Когда рядом с нами те люди, которые нас понимают. Когда рядом с нами те люди, которые нас поддерживают. Когда, Василина, открываешь глаза и видишь этого прекрасного джигита. Потом детей видишь своих прекрасных. И ты лежишь в своем прекрасном кровати. Да. И наслаждайся этой красотой. И ты утром просыпаешься в таком классном праздничном настроении. Სიცოცხლე ხლეკავს ყვავილსა, რომელიც ხარობს ნამითა. აღდგება ყვავილს გადიშლის გაქრების ვითა ღამითა. Жизнь похожа на розу, которая вырастает с росой. Поднимет, откроет листья и исчезнет как ночь. Я хочу выпить за это росу, который дает жизнь розе. Я хочу, чтобы вы много росы давали себе. Потому что благодаря этой росе вы будете много жить. Так что, каумарджус, Да, это добавить можно. Алаверды! Алаверды. В общем, что я хочу сказать, что любое наше начало, оно возникает из-за желания. Если есть желание жить, любить, созерцать, то и будет все в этой жизни прекрасно. Если мы можем иметь кучу денег, кучу возможностей, но не иметь желания, это просто такой ужасный вариант исхода нашей жизни. Поэтому я хочу выпить за желание, желание жить, любить и созерцать. Вот. Вообще, Принимаем. Следующий. Продолжаем. Продолжаем. чтобы все здесь присутствующие были в этой жизни счастливы. Для этого счастье, оно проявляется в разном. У каждого счастье свое, да. И для кого-то счастье там иметь детей, для кого-то счастье просыпаться там с любимой женщиной, для кого-то счастье, что есть друзья, что вот мы собираемся. Но все общее, это называется счастливая жизнь. И хочется пожелать всем здесь, чтобы мы были счастливы и ценили каждый день нашей жизни, чтобы мы радовались любым моментам проявления этой жизни и были счастливы в этой жизни. Так что я теперь что? Да, Я пока была оператором, я не подготовилась. Давай, подготовка тебе зачем надо? Уже давно жена грузина, ты должна знать, как делать. Тебе шпаргалки не надо. Должна знать Я отсюда. Что такое жизнь, да? Что такое жизнь? Жизнь очень может резко поменяться. Когда-то ты думаешь, что твоя жизнь, она какая-то несостоявшаяся, ты думаешь, что твоя жизнь не сложилась, что все в твоей жизни не так, как ты хочешь. Но потом ты приходишь к тому, что ты осознаешь, что только ты можешь ее поменять, только ты способен изменить все свое окружение, и ты можешь это сделать. И вообще мой канал, он про то, что я смогла поменять окружение и поменять свою жизнь. И, возможно, вот кто сейчас смотрит этот ролик, и он будет таким толчком, может быть, просто мысль какая-то придет, что можно на самом деле действительно поменять свое состояние, окружение и из этого поменять свою жизнь. Я поменяла свою жизнь, и я сделала это в 42 года. Это не много и не мало, это какая-то серединка такая, серединка на половинку, и ты думаешь иногда, что, блин, да все уже, ты уже ничего не можешь с этим сделать, ты уже просто вот все, что предначертано, оно для тебя. Но нет, ты просто в один момент встаешь утром и решаешь, что ты хочешь большего, и ты просто меняешь все в корне. Бах, ты не нажал на, этот... Я все сказала Ты не дала, я пустоту. держал. Ты не дала, я держал. Блин, так красиво сказала. Следующий раз будет. Ты не дала, я держал, ты думал, снимала. А ты остальных снимала или просто держала? Как Аркадий сказал, начало жизни, мы начинаем жизнь, мы ничего не знаем, что у нас будет. То есть нам дали наши родители нашу жизнь, мы делали первые шаги, но мы ничего не знаем, что будет. То есть они нам какие-то первые азы показали, дали какие-то первые шаги, и мы идем в эту жизнь.
Но дальше, как сказал наш брат про любовь, потом мы дальше встречаем любовь, правильно? Она по-любому, как ты куда бы ни избегал бы, первая любовь по-любому происходит. И первые вот эти чувства в жизни, это все у тебя происходит. Если ты в жизни это все не испытаешь, первую любовь, первые шаги, первые слова, первых друзей, первые вот это все, ты не живешь. А дальше уже у тебя в жизни уже идут все эмоции. То есть ты уже, когда встречаешь новых друзей, новые компании, новые застолья, куда бы ты ни приходил, это уже эмоции. И от этих эмоций ты живешь. Поэтому с этими эмоциями мы идем вперед. Если мы будем... Да, кстати, у нас, продолжу к чему, то, что ты сказал, каждый должен добавить, да? Про канал. Это обязательно же надо этот сосуд добавить. Наш канал тоже дает жизнь людям, эмоции дарит. Да. Правильно? Вот нам часто пишут, что, ребят, мы смотрим на вас. И Вот это, я просто стою, вот это вот, просто вот этот знак уже, он меня преследует. Я просто стою в магазине, разворачиваюсь, смотрю, мужик какой-то рядом стоит со мной и вот так делает. Мы дарим эмоции, и это людям какой-то в жизни дает тоже какую-то радость, какую-то, то есть дает им надежду на жизнь. Многие хотят тоже поменять жизнь, как вот Василина. То есть в итоге, как ни крути, мы все это делаем ради того, чтобы жить, чтобы радоваться, чтобы дарить близким, которые рядом утром просыпаются, как Аркадий сказал, рядом просыпаются, чтобы им дарить эмоции эти все. Давайте, люди, жить и Да, жалко, друг что ты друга. меня не записал, конечно, но это ничего. Мы сейчас перепишем. Я чуть-чуть с грустного начну. Когда я была маленькой, я как-то пару раз увидела похороны, да? И я у бабушки спрашиваю, я говорю, бабуль, а как так, говорю, человек, как так, говорю, человек вот умирает, и что дальше? И она говорит, ну ничего. Я говорю, ну как ничего? Она говорит, вот он умирает, и все. Я говорю, ну как, бабуль, все? Я не могла понять. Я так закрывала глаза и думаю, ну все же продолжается. И, короче, я искренне уверена, что жизнь не заканчивается, что она продолжается, что просто мы перерождаемся в новые тела, но вот наша душа, она продолжает жить. Я в этом уверена и верю, что так и есть. Да, точно. И да, и я хочу такое, ну как бы сказать свое собственное озарение, что вот от чего зависит счастье в жизни. Да, у нас есть несколько областей жизни. Одна из областей — это мы лично. И вот как мы к своему телу относимся, к себе, да, как мы вот закаляемся с Василиной. Вот, то есть, если мы нормально к своему телу относимся этично, значит, все хорошо будет. Вторая область жизни — это наша семья, это наши дети, это наши любимые, да, тоже. Как мы к ним относимся, насколько этично мы поступаем с детьми, с нашими вторыми половинами, от этого зависит здесь счастье. Третья область жизни — это наши друзья, да, это наши коллеги, это наше окружение, да, и как мы здесь тоже с ними относимся, насколько этично, от этого зависит, насколько хорошо будет здесь. И дальше человечество, ну и все остальное, как мы к земле относимся. Короче говоря, насколько мы этичные, настолько наша жизнь будет счастливой. Вот. Так что давайте отдавать то, что мы хотим получать. И будет наша хорошая жизнь. Продолжаем. Аркадий убил все идеи, которые направят, так скажем, по кругу, да? Но, хотел бы сказать в первую очередь, конечно, что очень важно, чтобы окружали нас люди, которые мы, так скажем, очень ценим этих людей, да, которые нас направляют куда-то, нас тянут вверх к звездам, это очень важно. То есть те люди, которые нас тянут вниз, надо быстро с ними заканчивать, пора перестать общаться и так далее. То есть очень важно вот тот коллектив, который нас окружает, все-таки с ними двигаться к звездам, покорять этот Эверест, так скажем, и так далее. То есть это очень важно. Очень важно, помимо того, что иметь людей хороших, да, вокруг, еще должна быть какая-то цель в жизни, то есть мотивация и так далее. Очень важно ставить очень много целей, не только на неделю, на месяц, еще и на год, и на жизни. И вот, как Ульяна сказала, семья, спорт, жизнь, да, бизнес и так далее. Очень важно вот в разных, так скажем, дисциплинах себя проявлять, вот, и ставить цели.
Вот, и дисциплина. Самое главное, что вот я осознал в своей жизни, это учеба и дисциплина. Вот если ты не учишься, то ты не процветаешь. Если ты дисциплину не соблюдаешь, постоянно вот эти вот, постоянно многоповторные какие-то движения не делаешь, то ты проигрываешь. То есть один раз упустил тренировку, ты проиграл. Твое состояние хуже стало. То есть очень важно все-таки повторять эти успехи, повторять, и тогда ты достигнешь максимального успеха. Вот. Поэтому всем огромного успеха, дисциплины, мотивации, огромных целей, и тогда все будет хорошо в жизни. Молодец. Вот видите, вот я когда сказал тост про здесь, все сказали, что Аркадий все сказал и ничего не осталось. Но на самом деле, видите, сколько всего я пропустил. Вот поэтому это вот грузинское застолье, дорогие мои. Вот мы так пьем тосты. У нас в Грузии психология, мало работает, не работает. Знаете почему? Психологи тут не востребованы. Потому что вот грузинское застолье это лучшая психотерапия. Мы в неделю один раз собираемся, обязательно с друзьями, и все выговариваемся. И когда мы выговариваемся, когда мы говорим то, что у нас есть на сердце, на душе, и к этому у нас еще вино помогает, чтобы хорошо выговорились. Никакой психолог нам не нужен. Никакой психолог. Так что давайте выпьем, дорогие мои. За наш тост, за наш прекрасный тост. У нас получится один большой классный тост про жизнь. Ты сам не пьешь? Сам не пьешь? Я понимаю, я еще много... Вот девушку не отдаем замуж, если он не прошел этот тест. Это тест застолья. Если человек не умеет вести себя за столом, он и в жизни не может себя вести. Тут целый институт грузинское застолье. Как умение слушать, культура слушать тамаду, культура принимать тост, культура передавать этот тост. Алаверды, принять алаверды, потом передать этот алаверды. Мы никогда не перебиваем никого. Мы слушаем все. Почему слушаем? Потому что понимать, что мы пропустили. Что они пропустили, чтобы мы дополнить этот тост. Если мы не будем слушать друг друга, мы же не будем то же самое говорить. Мы должны то сказать, что кто-то что пропустил. Поэтому надо эта культура слушать. Культура вести себя за столом. Тамада, без разрешения тамада никто не уходит из застолья. Чтобы ты встал, там, пошел там, по своим делам, в туалет или где-то пришел, сел. За это есть наказание. Наказание у нас такое. Рог. Вино наливает, тамада дает рог. Не слушает, разговаривает, опять наказывает рог. Так что у нас на грузинском застолье все очень строго. И поэтому говорю, если человек не То прошел... есть это не просто покайфовать, это нет. как бы еще и интеллект должен. Это интеллект, но вся удовольствие в том, что ты можешь сидеть за столом и получать удовольствие. Когда у тебя окружают те люди, интересные люди, которые умеют слушать, умеют вести себя за столом, ты можешь пить вино. Можешь и можешь. У меня был такой случай, когда я учился на педиатрический, у меня был однокурсник такой, Джамбули Перселица. И он позвал меня в гости у себя. И когда мы пришли к нему домой, мы сели за столом, и он принес 10 литров вина. Поставил за стол. Говорю, это кто будет пить? Говорю, пусть будет, говорит, сейчас это в кувшине будем наливать, и чтобы туда-сюда не бегать, пусть будет это вино. И ночью, вечером, где-то 8 часов вечером сели за столом и начали пить. Один тост он говорил, один я говорил, и такой хороший вечер. И никто нас не перебивал. И помню, я говорил тост про листа 20 минут, и меня перебил петух. Кто перебил? Петух. Я посмотрел в окно, Сколько было времени? и рассвело, оказывается. Я в 6 утра, да. И я не понял, когда рассвело. И самое интересное то, что когда посмотрел на это 10 литров вино, там столько было осталось. Мы почти все выпили. И утром встали и пошли в университет на лекцию. Сидели.
Вот это был самый прекрасный застолье в моем жизни, несмотря на то, что я был там одной 10 человек, 20 человек, 100 человек застолье. Это день остался в моем жизни, так что я не знаю до сих пор, как быстро прошло весь ночь, так мы в этот когда в этом общении так потерялся время. Так приятно было это общение. Вот сейчас мы тоже здесь сидим, общаемся. И вот больше 2 часов прошло. Вот, да, и так быстро проходит, мы когда включаемся вот это, слушать, передавать тосты, передавать алаверды, так проходит время, сам не знаю. Бутылки меняются уже, второй, третий, вот так. Несмотря на что-то, да. что ты на газ жмешь, не успевает перекипеть, Наливать я опять, да? Но все равно. Время незаметно. Это значит, мы хорошо проводим вечер. Это значит, что мы хорошо проводим вечер. Вот что значит хороший коллектив. Те люди... Мы еще любим. Я хочу за наших братьев, сестер выпить. Мы крутимся. Очень много и про жизнь сказали, и про родителей сказали. У нас еще есть братья, сестры, у всех есть. Я насколько знаю, у всех у нас братья, сестры есть. У кого живые, дай Бог, естественно, здоровья им, чтобы они только радость видели. У нас есть такие близкие, у кого не вовремя ушедшие есть также. Царство Небесное. Вот за наших братьев и сестер хочу выпить. За твоего брата хочу выпить. Дай Бог Он ему сейчас здоровья. как раз смотрит это видео. Дай Бог ему здоровья. Андрюшка. Андрюха. Дай Бог тебе здоровья. С Новым годом тебя. Дай Бог, чтобы ты хорошее все в жизни видел. И вам хочу, ребята, всем сказать за ваших братьев и сестер. Дай Бог им, чтобы Брат, за тебя. у них здоровье было, и чтобы они могли жизни радоваться, Люблю тебя. радоваться жизни, любить, кайфовать, отдыхать и получать удовольствие от жизни, как сказали наши друзья. За братьев За и наших братьев и сестер. сестер. Дед Мамыч, Андрюха. Дед Мамыч, шулеп заумаш. За тебя. Агир лоцал. Дед Мамыч, что лугор хайт? Агир лоцал. У меня один брат. Он на 2 года младше меня. И когда у меня было в жизни самые трудные моменты, он стоял рядом со мной. Несмотря на то, что у меня очень много друзей, брат это тот человек, который не может отказать. Когда у человека есть брат или сестра, он самый счастливый. Моего маму, они 8 брата и сестры. И у нас вообще родня очень большая. Моя фамилия Булквадзе. Она в Аджаре по количеству 2 место занимает. Первое Беридзе, второй Булквадзе в Аджаре. И без братьев, без двоюродных братьев, я не знаю, я не представляю свою жизнь лично. И мое самое большое богатство это они. Ни деньги, ни машина, ничего. Это они, что они есть у меня. И что я есть у них. Так что выпьем за наших братьев, за наших сестер. Чтобы у них все было в жизни хорошо. Сигма, сигма бой, сигма бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Я такая, все, что добиваться будешь год. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Сели только в этот поезд, блядь, и целую дорогу, как началась вот эта песня, блядь. Как она сейчас, даже сейчас. Я растоплю кусочек льда. До сих пор, представляете, я эту песню помню, блядь. Всю дорогу, 2 дня, 48 часов играла вот эта кассета по округу. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Я не могу иначе жить. Как это, что такое? Я не могу иначе, что это такое. И 48 часов она наши мозги кунимеры это могут. Короче,
48 часов, братуха, я приехал, и 20 лет я вспоминал эту песню. Сейчас вот случайно она включила, я говорю, не включай. Не надо, говорю. Только не она. Что, я недавно иду, так что... Кто знает Толкунова, ставьте лайк. Кто знает Толкунову, ставьте лайк, короче. Да, я на всю жизнь запомнил. И мне сейчас 46 лет будет, до сих пор помню. 5 лет это мне было, и бью мать. Представляете, 41 год я помню эту песню. Вот такая история была. Ну, если ты 48 часов слышал, да? Представь, она не заканчивалась. Представляете, она кассета, там она реверс поставила. И она вот заканчивается, и опять снова идет, и снова. И уже вот Ленты, что Лента, разбивались и переклеивали ленты. ногтем, да, ну это, ногтем, да. вот это. სადღაც ქუჩაში ნანახი უცნობი ქალი ესე ძალიან რამ შემაყვარა სადღაც ქუჩაში ნანახი ვიღაცა უცნობი ქალი ესე ძალიან რამ შემაყვარა პატარა ჩემო ლამაზო ჩემო არის კმელო Asfalto spero quella se suelo Bneli da sueli Sheni kuchebi I se mizidos Robert skali se nazi tučebi Bneli da sueli Sheni kuchebi I se mizidos Robert skali se nazi tučebi Sante likoreba Ვიღაცა ცის ვიღაცა კვდება ვიწრა ქუჩაში ლოთი აზღერის ამ ცხოვრებისგან კარგს აღარაკებს ვიწრა ქუჩაში ლოთი აზღერის ამ ცხოვრებისგან კარგს აღარაკებს ლამაზო ჩემო არაფრის კმელო ასფალტის სფერო ყველაზე ძველო ნელი და სველი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც კალის ნაზი ტუჩები ბნელი და სველი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც კალის ნაზი ტუჩები Супер вообще. Василина там, сколько там, с утра, не, наверное, с вчерашнего дня готовилась, чтобы нам было тут класс. Я хочу поблагодарить тебя, Василина, за этот твой труд, огромный труд. Я хочу поблагодарить за твой характер, за твой настрой, за твой позитив, который у тебя есть и который ты передаешь всем твоим поклонникам, всем твоим подписчикам, всем твоим близким людям. И я хочу поблагодарить еще за это вкусная еда, которой ты нас накормила. Я боюсь, понимаешь, у меня там, Настя, это пробка. И никто не говорит, что давай все закруглим. Эти люди, которые... Я не понял сначала. У вас была тусовка, вы остановились, и она перешла на дорогу. Да. Там начали пить, перекрыли. И тут подъезжает машина, каждый со своим арбузом идет. Да, вот, и вот мы в деревне, да, вот представьте, и центральная дорога, и стол поставили в середине. И стол, когда поставили, там же закрыли дорогу. А подъехала машина, видит, там люди пьют, там танцуют. Открывает багажник, арбуз достает, подходит к нам, ставит арбуз, наливает, пьет, потом вторая машина оттуда идет. Вот что-то несет, там сосед несет 10 литров вино. В общем, и через 40 минут я смотрю, эта пробка стала большой. И никто не говорит, что открывайте дорогу, все со своими закусками, выпивками подходят, все пьют, все танцуют. И не заканчивается эта тема.
я понимаю, вот уже у меня, я смотрю, из Кутаиси надо же в Батуми добраться оттуда 3 часа. А это тур у меня, а там уже мы в 2 часа ночи находимся, а второй день у меня утром заказ. В общем, и в этот момент думаю, что делать этой девушке, да, которая Валера проснется. Я ему говорю, слушай, говорю, пойдем на дискотеку в Батуми. Она говорит, о, поехал. И села в машину, говорю, все, закругляемся, едем. Едем дорогу, и потом она говорит, Аркадий, останови машину. Останавливаю машину, думаю, что случился, наверное, в туалет хочет. Остановил машину, говорит, открывай багажник. Открываю багажник, опять танцует. Я выхожу, говорю, пойдем на дискотеку. О, пойдем на дискотеку. Сел, пошли дальше, едем дальше. Опять проехал 10 километров. В общем, а его муж сидит в машине, ничего не говорит. Вообще, реакции нет. Он говорит, я вам говорил, не наливайтесь. И у него Валера проснется. Сейчас ко мне не обращайтесь. В общем, едем, а уже 4 утра. 4 утра, а я полпути еще не проехал. А у меня 8 часов, у меня второй тур начинается. Думаю, что-то надо придумать. И включил тихую музыку. Тихую музыку, когда включил, она уснула. И я говорю, не дышать, не разговаривать, не двигаться, тише всем. И едем, и несем его, эту Валеру, провожаем до дома. Привели его до дома, а там, где она жила, вот тут там ребята сидели, там пиво пили, под утро грузины там, шумят. Я выхожу, говорю, ребята, извините, пожалуйста, у нас экстремальная ситуация, максимально тише будьте. Да. Они не понимают, в чем дело. Да? И выходим, и тихо открывает дверь. Его мужу говорю, давай ты его держи за попу, один за голову, один за ногу, и несем Валеру домой. Вот так. Заносим, и в кровать уложили. И выхожу оттуда вот так, и все, сажусь в машину и поехал. И второй день звоню. Вечер уже. Ему мужу звоню, слушай, как там твоя жена? Она пока еще спит, говорит, она сейчас не проснется до завтра, говорит. Она так говорит, она если выпьет, будет танцевать без остановки, а когда заснет, может 2 дня спать. Вот такое у меня случай. Веселые туры. Так что если хотите веселые туры, это Обращайтесь к нам, мы вам дадим контакт Аркадия, и вас А у меня всегда такие веселые приключения. Веселые туры в Грузии называются, короче. Планируете отпуск в Батуми? Добро пожаловать в наши апартаменты. Отличные светлые студии, двухкомнатные, трехкомнатные панорамные номера в апарт-отеле Орби Сити. Апартаменты премиум-класса с шикарным видом на море. Двухспальные кровати размера King Size, ортопедические матрасы, номера, укомплектованные бытовой техникой, интернет, телевидение, электричество и вода входят в суточную арендную плату. Апартаменты сдаются посуточно, по ценам и возможностям бронирования обращайтесь к нам в WhatsApp. И при броне любых наших апартаментов от 5 суток вы получаете в подарок трансфер из аэропорта Батуми и скидку 20% на экскурсии по Аджаре.